Давайте сразу и начнем. Елена Владимировна, здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы пришли на наше интервью. Я очень хочу поговорить о олимпиадах для школьников, программистов. Но сначала хотел вас спросить о школе имени Колмогорова. Что это такое? Могли бы вы в двух словах рассказать, чтобы ввести в контекст немного наших слушателей? Ну, это школа более чем 60-летняя история. Это первый физико-математический интернат для одаренных детей, там, созданный у нас в стране. Изначально это были совсем только лучшие дети нашей страны, их отбирали на областных олимпиадах там, по математике и по физике. Ну, сейчас, понятно, конкуренция очень большая, хороших школ очень много. Это просто одна из лучших школ страны в области математики, физики и, надеюсь, в первую очередь информатики. Вот, мне удалось на высокий уровень поднять именно преподавание информатики в нашей школе при Московском государственном университете. В нее могут поступить, ну, подразумевается, что учащиеся с европейской части страны, но на самом деле никаких реальных ограничений нет, так как первый тур экзаменов дистанционный, то, соответственно, в принципе, доступно всем. А они и живут там, поэтому интернат? Да-да, это интернат полностью бесплатный. Несколько лет назад вышло постановление, когда полностью финансируется вот несколько таких лучших школ государством, поэтому полностью бесплатная учеба, проживание, питание. В этом плане все хорошо. А с какого возраста может ребенок попасть туда? У нас только 10-11 класс, то есть вот совсем старшая школа. И, как ни странно, вот парадокс, пытались, брать чуть раньше, набор получался хуже. То есть, грубо говоря, в старшие классы можно более квалифицированно отобрать. Уже вот и мотивированных, и готовых к сложной учебе ребят. А как вы определяете, кого брать, кого не брать? Что он должен сделать, чтобы попасть к вам? Ну, 1 тур экзаменов — это, собственно, экзамен. Какие-то даются задачи, где знания школьного уровня, но, требуется какая-то сообразительность. А второй этап — это летняя школа, и там проверяется обучаемость. А именно, даются темы, предположительно, которые точно ребята не проходили, и, собственно, по этим темам, проводится, ну, заключительное испытание. Вот И сколько у поэтому и вас, насколько они могут воспринимать информацию и быстро обучаться. а сколько учащихся всего? 360 у нас, норма набора в сумме на 2 вот, года. То есть много параллельных классов получается. Классов, 18, там от 15 до 18 классов различных. Создавалась как физико-математическая школа, но сейчас вот помимо информатики еще профиль есть, химия и биология. А Причем вы там биология преподаете? не от биофака, а от, биоинженерии факультета, то есть современная биология. А вы там преподаете? Да, я там заведующий кафедрой информатики. И преподаете? Я преподаю, да. Я вот так случилось, проработала всю жизнь на одном месте с первого рабочего дня до последнего, надеюсь. А преподаватели в этом интернате, они из вузов, из МГУ, или это преподаватели только только в школе работающие? Мы структурное подразделение МГУ, мы даже считаемся преподавателями МГУ. В основном, да, у нас в основном все закончившие МГУ, у меня на кафедре в основном закончившие факультет ВМК МГУ. И теперь к олимпиадам самое интересное. И вы организуете олимпиады внутри этой школы, но и олимпиады всероссийские, я так понимаю. Да, я имею отношение к огромному числу олимпиад у нас в стране. Я о последней олимпиаде слышал, которая прошла в Сириусе, где победили в том числе, не в том числе, а победили ваши выпускники. Вот о ней бы хотелось узнать побольше. Как это было? Ну, Всероссийская олимпиада — это у нас, организованное от Министерства просвещения и, образования и науки, мероприятие, в котором участвуют на первых этапах, десятки тысяч школьников, у нас в стране. И заключительный этап — это только вершина айсберга, где собираются вот лучшие, и, к сожалению, видимо, подготовленные школьники, там за малым исключением подготовленные школьники. То есть они прошли школьный этап, муниципальный, областной, вот региональный этап он называется. И, лучшие вышли на заключительный. Это лучшие по баллам, плюс
от регионов, где никто не вышел на заключительный этап, ребята, если набрали хотя бы половину баллов от проходного, то один человек от региона тоже выходит на заключительный этап. Задачи заключительного этапа достаточно сложные, к их решению, в принципе, надо готовиться. Мы стараемся это делать максимально честно. Например, в том же Сириусе уже лет 6, если не больше, проводится смена для так называемых начинающих участников заключительного этапа, где ребятам из всех регионов вот нашей страны, там 9-10 класс, мы, по сути, месячные сборы устраиваем по подготовке к этой олимпиаде. Вот. Ну, а так она, действительно, сложная. Если вот, даже, я думаю, профессионалы-программисты начнут читать задачи, то большинство задач будут им, к сожалению, недоступны. А первые задачи, вот они как раз как-то перекликаются с задачами собеседований в IT-компании, я бы так сказала. Там задачи, в которых требуется написать программу и запустить ее. Да, но, прежде чем ее написать, нужно решить задачу. Там вот задачи, ну, так называемое алгоритмическое программирование. Надо понять, о чем условия. Вот так сложилось в информатике, что не принято писать формальную постановку задач, например, дан граф, найдите там кратчайший путь. А обязательно в легенду закладывается вот, какой-то смысл, который надо вычленить. Иногда это делает естественным понимание условия задачи, а иногда считается, что это является частью работы программиста, именно этап формализации. Понять, чего от тебя хочет заказчик, вот, сделать формальную модель и с ней работать. Поэтому, считается, что это даже вот как бы, это действительно часть задания, которую надо уметь выполнять. То есть не специально прикручиваются какие-то легенды, а вот это соответствует реалиям вот уже потом профессиональной карьеры. Типа на станцию прибывает несколько поездов каждый день, в них несколько вагонов, нужно Да, найти оптимальный путь для комбинации состава, что-нибудь такое, да? именно так, да. И программист должен понять, что здесь ему подойдет графовая структура данных, и он должен в Да. нее вложить. Мгм. И вы на это их тренируете, на умение, в первую очередь, из постановки задачи преобразовать ее в техническую формулировку. Ну, это одна из частей, да. То есть на самом деле вот тренироваться надо очень ко многому. Ну, первое мы с вами обсудили, второе надо знать достаточное количество алгоритмов. При этом даже в отличие от международной олимпиады у нас не прописан круг алгоритмов, которые могут встретиться. То есть формально может быть что угодно. У нас еще вот как бы появляются новые типы задач там с двойным запуском. Например, на первом запуске зашифруй сообщение, на втором тебе подается твоя же шифровка, и за второй запуск надо расшифровать свое же сообщение. То есть вот доказать, что ты умеешь, ну вот за ограниченный объем данных зашифровать и потом, суметь его же расшифровать. Что ты не просто какую-то абракадабру выдал, а она еще и подлежит, расшифровке. Вот, ну вот ряд таких интересных задач появилось в последние годы. Там интерактивные задачи, где вот как бы программа участника играет с программой жюри. То есть они друг другу задают вопросы и там отвечают на эти вопросы. И вот каждый раз это, возможно, новый тип задач, который тоже ждет участников. Помимо вот какого-то широкого класса алгоритмов, которым мы тоже готовим именно вот на этапе подготовки. Ну и, наконец, надо уметь быстро отлаживать программы, писать без ошибок, вот делать вот качественно, именно писать код и знать вот набор ошибок, которые типичные бывают, и стараться их достаточно быстро исправлять. Этому тоже надо тренироваться. А кто эти задачи составляет? Ой, у нас сложилось достаточно профессиональное сообщество, которое каждый год пополняется, как раз теми самыми бывшими призерами олимпиад. То есть вот такая вот молодая кровь как раз, она очень важна. Вот ребята больше чувствуют, так сказать, моду на задачи, могут придумать что-то более сложное. То есть вот остается небольшая старая гвардия. Так вот сложилось, что я с начала 90-х участвую в олимпиадах. По сути, вот когда всесоюзные олимпиады, умерли, я даже побывала на последней всесоюзной олимпиаде, которая была после распада Союза. Она была в 91 году, все таки провели эту вот, последнюю олимпиаду.
Вот, а потом вот пошла, цепочка всероссийских олимпиад уже вот в новом качестве, как финальная олимпиада, а не как промежуточная. И вот я, на всех этих олимпиадах, принимала участие, или руководителем команды, или там в жюри. Но вот, на самом деле, как я уже сказала, активную роль играет молодежь. То есть мы им даем даже не просто вспомогательные функции. Вот в отличие от других олимпиад, где люди гордятся там, набором кандидатов и докторов наук в жюри, мы гордимся, членами сборной России прошлых лет, которые вот, участвуют в этом всем, и даем им даже карт-бланш на, сбор задач и, ну, отбор самих задач, вот какие задачи они видят, чтобы на текущей олимпиаде были. Вот, и они, гораздо качественнее, ну, как сказать, вот, взрослых, там, даже опытных членов жюри могут так называемо подготовить задачу. Это, как ни странно, огромный труд, сделать такой набор тестов, который бы качественно проверял решения участников и в каком-то смысле, хотя это все равно субъективно, справедливо расставлял им баллы за их решение. А мне казалось, что решение либо работает, либо не работает. Откуда там баллы еще? Это другой жанр. Такие задачи тоже есть, такие олимпиады тоже есть. Они идут от студенческих соревнований по программированию, в первую очередь от студенческого чемпионата мира, или очень популярный сервис, выросший из вот российского сайта, там созданного изначально в Саратове, вот Code Forces, на котором тренируется вся международная тусовка, вплоть до того, что американский победитель международной олимпиады на сцене сказал спасибо родителям и Code Forces, значит, за мою подготовку к этой олимпиаде. Там вот создано, по сути, сообщество, где люди не только решают задачи, но и обсуждают все, что касается вот разных соревнований по программированию. И там и школьники, и студенты, вот все вместе, сообщество такое некое существует. Так вот, там действительно нужно либо решил задачу, либо не решил задачу. На школьных олимпиадах, вот в первую очередь линейки Всероссийской олимпиады школьников, а также вот есть вторая линейка, это вот линейка олимпиад Российского совета олимпиад школьников, который, так называемые вузовские олимпиады, они выросли из поступательных мероприятий, но часть этих олимпиад остаются интересными, хорошими олимпиадами для школьников. Вот две эти линейки, они по-другому проверяют задачи на 3 уровнях. Ну, не ой, ну, я неправду сказала, на различном уровне, и там можно получить частичные баллы. Я могу привести совсем простой пример, вот как это может быть. Только что вот проводила, некое соревнование для юниоров, школьников до 8 класса, и вставила им задачу, по сути, из ЕГЭ, вот такого ЕГЭшного уровня. Ну, это нормально, что ЕГЭ- это для 11 класса, а для восьмиклассников это олимпиадная задача. Вот, задача была очень простая. Дан набор чисел, массив чисел, надо найти как можно длинный кусок этого массива, сумма в котором была бы отрицательной. То есть постановка задачи предельно простая. Если мы будем решать в лоб, перебирать все куски, считать на нем сумму, вот такое решение получало бы треть баллов, там, предположим, 30 баллов из 100. Ну, то есть все тесты должны были пройти, ребенок задачу решил, но делает это медленно. Вот, но баллы свои он за это получает, потому что все равно работу он проделал и задача в каком-то смысле решена. Если он, например, умеет перебирать все куски, но формулой находит, сумму на каждом куске, это не очень сложно сделать. Это уже получало бы где-то 2/3 баллов. Там, ну, вот сколько поставишь примерно, ну, вот я, наверно, 60 поставила баллов, ближе к 2/3 за вот такое решение. А кто умеет, например, что-то как-то отсортировать и, после этого найти вот за один проход этого массива ответ, то есть гораздо быстрее, чем перебор всех, интервалов, то вот это уже полный балл. Это вот просто наглядный пример, в каком смысле можно расставлять частичные баллы. То есть, в принципе, ребята чему-то научились, но, не самому эффективному решению. На школьных олимпиадах эти продвижения принято оценивать. Иначе бы, ну, нельзя было давать очень сложные задачи. У нас, например, на последнем заключительном этапе, э, по-моему, даже 3 задачи никем не были решены на полный балл.
Это в Сириусе. В Сириусе, да. Ну, Мгм. Сириус — это просто место проведения, на Ну самом да. деле. Каждый год они меняются. Но вот, как бы, что последние задачи, в каждом туре дается 4, и последние задачи не решает никто на полный балл. Это достаточно типичная история. Вот, но вот в этом году, по-моему, на одном туре третью задачу, никто не решил на полный балл. Но это не означает, что они ничего не решили. Они просто не научились решать так же эффективно, как умеют наши призеры международных соревнований, скажем так. Мгм. Как раз вот одну из этих третьих задач делал дважды золотой медалист международной олимпиады. Вот он много чего умеет, в том числе он использовал профессиональные приемы работы о том, как данные укладываются в память, как ложатся в кэш, как лучше вот в каком порядке циклы расположить. Это вот такие мелочи, которые действительно ребята не знают, но почему мы такое им даем? Вот они почитают разбор и уже куда-то продвинутся, и поймут, что так можно было делать. И, ну, то есть это все-таки их шаги, их будущей профессиональной карьере. Я так считаю. А вы говорите международный уровень. Это IOE, правильно я понимаю? Да, да, да. Они проводят международные олимпиады по всем странам мира, и мы туда тоже входим. Да, мы, Или по понятным причинам последние годы входим туда без, названия, что мы Российская Федерация. Мы просто 4 школьника, которые под флагом вот этой вот IOI, Международной олимпиады по информатике, International Olympiad in Informatics, выступаем. Вот, надеемся, что все таки скоро нам вернется, ну, как бы название нашей страны. Ну, вот это, да, олимпиада, где каждая страна представлена 4 участниками. они тоже ежегодно проводят Да, это олимпиады. ежегодное соревнование, которое даже в ковид проводилось, хотя и в дистанционном формате. Какое отношение к этому всему имеет ICPC? Никакое. Это Это параллельная. 2 параллельные сущности. Единственное, что и в нашей стране, и, наверное, во многих странах люди, которые вот, организуют, делают, придумывают задачи, это примерно один и тот же вот, расширенный круг людей, потому что не так много в любой стране может быть профессионалов, которые на таком уровне могут готовить соревнования. Вот у нас это действительно очень пересекающееся, множество. С такой поправкой, что многие, кто делает нам школьные олимпиады, они, в студенческих сами еще пока участвуют, поэтому не могут их делать. Ну, там тот же самый принцип. Как только человек закончил свое участие вот, в студенческой вот линейке ECPC, это студенческие командные соревнования по программированию, они, ну, в каком-то смысле вот даже принято, чтобы отработали хотя бы пару лет в жюри следующих соревнований и делали следующие задачи. А там, жесткие ограничения, там в финале чемпионата мира можно максимум 2 раза принять участие. Поэтому самые топовые участники достаточно быстро заканчивают свою вот профессиональную карьеру. Кто совсем успешно, вот у меня была команда как раз дважды чемпионов мира, вот, ну, кто-то с каким-то промежуточным успехом, но тем не менее, после 2 лет, финального участия в соревнованиях, больше продолжать участие нельзя ни на каком уровне, но это специально так было сделано, чтобы сменяемость была, чтобы не было такой топ-команды, которая вот поступила в вуз и, скажем, 5-6 лет подряд, ну, всех и вся выигрывала. Вот для вот какой-то интриги сделано правило, э, такого участия ограниченного. Но вот в целом, это близкие сущности, но тем не менее, в каком-то смысле формально никак не связанные между собой. Там неформальные студенческие соревнования, которые, вообще говоря, должны поддерживать вузы изнутри, и формально нет никакой государственной структуры, которая бы этим занималась. И на финал чемпионата мира посылают вузы, а не, государство. Ну, а школьная олимпиада, вот, по крайней мере, линейка вот Всероссийской олимпиады школьников — это формальное, российское мероприятие, организованное министерствами, проходящее по формальным правилам, всех олимпиад школьников по всем предметам. Часть этих правил нам совершенно не подходит, но мы вынуждены как-то в них укладываться, там лавировать, и так далее, да, там.
есть свои нюансы, потому что у нас, ну, все-таки отличается онлайн проведение с непосредственным определением результатов от бумажных олимпиад, где результаты будут потом, и человеческая проверка, апелляция и так далее. Да? Вот у нас, например, жанр апелляция практически отсутствует. А сколько человек участвовало в Сириус всего? А, Школьников? Должны были приехать 500, реально доехали 493, по-моему, человека. И сколько времени проходит проверка этих работ? Это же огромный труд все это проверить. Нисколько. Ребенок к окончанию тура знает свой результат. Вся проверка, она заключается в том, в подготовке задач. То есть вот, жюри готовит, набор тестов, ну, примерно тестов, в том плане, как программисты на чем тестируют свои программы, да. Так вот, жюри готовит этот набор тестов, который закладывается в тестирующую систему автоматическую. Также проходят и студенческие чемпионаты мира. И прямо во время олимпиады ребенок посылает на проверку, свою задачу и сразу же видит, ну, сразу же, если техника не подводит, если очереди нет на проверку решений, если эта очередь есть, то это могут быть несколько минут, но все равно это в каком-то смысле сразу. Он сразу видит, на какой балл его решение засчитано в настоящий момент, и ему засчитывается лучшее решение. И он к окончанию тура свой балл знает. Более того, для руководителей команд, руководителей вот делегаций, это просто шоу, потому что они во время тура видят результаты всей олимпиады, видят результаты своих воспитанников. Мы пытаемся во время этого тура проводить для них какое-то образовательное мероприятие, но вот часто коллеги отвлекаются на кнопку обновления турнирной таблицы, чтобы видеть, как все это происходит. Более того, у нас есть шоу в прямом смысле. Есть так называемые команды CPC Life, вот как раз из студенческих соревнований по программированию, которые стараются чемпионат мира студенческий делать в виде шоу в интернете. Там на разных языках, на английском, на китайском, на русском, вот несколько студий, несколько трансляций, где приходят комментаторы, где показываются видео прямо с компьютеров, за которыми сидят команды, чтобы видеть их реакции, чтобы видеть их код. Можно прямо все показать, что угодно, только звук мы отключаем, потому что иногда в приличном обществе нельзя слышать то, что говорят ребята во время соревнований. Вот, иногда тренерам были доступны вот запись команд, не запись, а прям трансляция с рабочего места их команд, но это, в общем-то, не для слабонервных, слушать, что там происходит. Вот, а так, это шоу достаточно такое интересное, ну, для профессионального сообщества шоу. Например, если я, не еду на какой-то чемпионат мира студенческий, то я с удовольствием смотрю эту трансляцию, да, вот это очень интересно. Также во время школьных олимпиад сделано нечто подобное. Я думаю, что, если бы министерство в подробностях узнало, что у нас происходит, они бы схватились за голову, потому что у них там, персональные данные, шифровки работ, полная анонимность и куча разных пунктов, которые у нас не актуальны, потому что нет, персонализированной проверки работ. Но тем не менее, я думаю, что какой-нибудь чиновник мог бы сказать: "О, ужас, что они делают". Вот я надеюсь, они этого всего не услышат, вот, и не начнут подробнее проверять, как все это проходит. Вот, поэтому никакой проверки после практически не существует. Разве что была большая очередь, несколько программ не успели провериться. Вот на этой олимпиаде так было. Очередь была минут на 3-5 после окончания тура. Ребенок выходит с тура, ему руководитель говорит: "Ты призер", потому что граница призерства тоже известна, это процент. Через 2 минуты он не призер. Я просто видела детские трагедии вот в Сириусе в этом году. То есть кто-то, чья-то, программа, улучшила свой результат, он обгоняет какого-то ребенка, и какой-то ребенок, из призерской зоны выпадает. Там прописано в школьных олимпиадах, что, до 45% участников могут стать призерами олимпиады. То есть все-таки это не первое, второе, третье место. Победители 8%, призеры до 45%. Но это просто, для поступления в вузы делается, вот для, чтобы больше школьников получили какой-то статус, чтобы в большем числе регионов, ребята были более успешные. Вот,
И, да, и при этом надо набрать не менее половины баллов. Вот, 2 таких требования. И наше жюри достаточно либеральное. Если участники набрали эту половину баллов, мы действительно выдаем 45% дипломов. Поэтому действительно, выйдя с олимпиады, можно прямо сразу понимать, призер ты или не призер. А можно сразу понимать, устроился ты в Яндекс работать или нет? А, и да, и нет. Вот на самом деле, несмотря на то, что у нас игра, действительно, и более того, это в каком-то смысле спорт. И с недавних пор есть третья сущность. Вот я уже даже нет, я уже упомянула 3 сущности, мы с вами вместе упомянули. Это студенческие соревнования, школьная ВСОШ, школьная линейка РСОШевских олимпиад, вот вузовских олимпиад, которая похожа на ВСОШ, и они, эти олимпиады нацелены на поступление в вузы. Ребята, там они получают льготы по поступлению в вузы, кто вот в вузовских олимпиадах участвует. Потому что, вот у нас 225 призеров в этом году, это даже очень много, из них больше 100 одиннадцатиклассники, но вузам мало, вузам, которые нацелены на IT, мало 100, ну, как бы, призеров олимпиад, им хочется больше принять, поэтому есть более широкая линейка олимпиад, по которым ребята могут поступить в вузы. Как наши олимпиады связаны с Яндексом, да, и с другими IT-компаниями? Э, я считаю, что они очень хорошо готовят именно к собеседованиям в эти IT-компании. Более того, сайты для подготовки к собеседованиям, они по сути на таких задачах и работают. То есть вот задача для собеседования– это алгоритмическое программирование. Там, к сожалению, такой разрыв. Чтобы поступить на работу в Яндекс, нужно это знать, а на самой работе в Яндексе зачастую ничего этого не нужно. Там достаточно как бы техническая, иногда рутинная работа. Вот, и только, насколько я знаю от своих выпускников, ну, 5%, 10% делают хоть что-то похожее на вот э, наукоемкое, на интеллектуальное решение задач. Остальное это, ну, либо машинное обучение, которое немножко параллельная сущность, хотя такие олимпиады сейчас начинают организовываться у нас в стране тоже. Вот, и даже в линейку ВСОЖ запланирована олимпиада по искусственному интеллекту в следующем году. Вот, может быть, потом вы когда-нибудь тоже с кем-нибудь об этом поговорите. Вот, то есть, чтобы поступить, наши навыки очень нужны. Это и алгоритмическая подготовка, умение быстро сообразить, решать задачи и умение писать красивый, чистый, безошибочный код. Вот это вот все такие кирпичики к собеседованию. Остается пройти, наверное, там C++ или другой язык программирования уже на профессиональном уровне, потому что олимпиадники, так называемые, используют только подмножество языка программирования. Понятно, они, например, не используют, практически не используют объектно-ориентированное программирование, потому что надо писать быстрый, короткий код, и некогда думать там о шаблонах, чтобы это было масштабируемо и так далее. Вот им надо немножко овладеть вот этой частью программирования, и, собственно, опыт показывает, что даже не только первокурсники, которые вышли из олимпиад, иногда и школьники проходят собеседование в Яндекс и начинают работать. То есть сначала они проходят собеседование на стажировку. У меня были примеры, когда вот школьник с лета начал работать в Яндексе, осенью его хотели перевести в штат, но только руководство Яндекса подумало и решило, что оно все-таки не готово школьников брать на фулл-тайм на работу. Ну, в принципе, вот такие кейсы бывают, и даже, к сожалению, это плохо, что ребята могут и без вузовского образования достаточно качественно работать в том же Яндексе и во многих других компаниях. А такие как раз компании, как Huawei, они, например, просто готовы на стажировку брать без собеседования вот призеров высокорейтинговых соревнований. Вот за сам факт вот участия в IOI, там медали вот на Международной олимпиаде школьников или медали в ICPC, просто вот по факту таковому готовы брать, ну, на стажировку как минимум, а потом и в компанию. Хотя, как показывает практика, там выхлоп различный. Бывает, что вырастают прямо высококлассные сотрудники, из вот призеров международных олимпиад. А бывает, что
им скучно работать именно в длинном технологическом процессе. То есть те, кто настроен на получил задачу, быстро ее решил, быстро сдал, но они не настроены на длительную работу над одним и тем же проектом. Им просто скучно. И они, к сожалению, уходят скорее в компании вот, денежного рынка. Там два профиля: либо высокочастотный трейдинг сейчас, который не зависит от того, растет рынок или падает, а лишь бы на вот этих колебаниях рынка, которые есть всегда, как-то снимать пену или сливки, уж не знаю, как правильно сказать, вот с этого всего. И второе, наоборот, работа с большими капиталами, как вот, ну, компании, которые привлекают большие капиталы от, эм, состоятельных клиентов, как, наоборот, эти капиталы заведомо сохранять и, куда вкладывать вот такие деньги. Но это, как ни странно, 2 противоположных направления, работы вот, с денежным рынком. И, как ни странно, некоторым, больше нравится там, потому что там более какие-то локальные задачи, больше похожи на олимпиадные. Правда, иногда требующие в том числе и математики, вот модели какие-то писать, поведения. Хотя тоже, наверно, стык машинного обучения и математики, там есть. Вы упомянули чистый красивый код. Есть мнение, что олимпиадные программисты писать такой код не умеют, потому что они сфокусированы в основном на быстрое решение алгоритмической проблемы, не заботясь о том, как это будет прочитано после, возможно, другими программистами. Так ли это? То, что вы сказали, это болезнь среднего уровня. Всё-таки на топовом уровне очень хороший код пишут. Более того, мы учим каким-то вот паттернам, как вот нужно писать, в каком порядке хорошо бы это все отлаживать, как привести к лучшему результату. И, часть кодов, мне очень нравится, вот то, что ребята пишут. Но это действительно в некое противоречие входит частота кода и его алгоритмическая эффективность. Э, Нет, ну, я имела в виду следующее. Нет, я не вижу здесь противоречия. Скорее так вот, ребята очень высокого уровня, они какой бы алгоритм ни придумали, они его будут, записывать чисто, красиво, понятно. Более того, есть даже такое вот, э, чем выше уровень, тем более простой код он придумает. То есть, грубо говоря, даже на один и тот же алгоритм можно написать коротко и красиво, а можно написать длинно и запутанно. И оно, в принципе, будет работать за одну и ту же сложность. Но вот, как раз лучшие пишут, коротко и красиво. У них все в порядке и с этим. Так что тут противоречия нет. Вот, а действительно на среднем уровне иногда бывает, что там главное сдать задачу, как-нибудь вот, ну, бывают такие вот, издержки роста, но вот иногда они проходят, а иногда их нет сразу. Вот ребята вот с таким вот врожденным, чувством прекрасного, скажем так, тоже бывают в плане кода. Вот про врожденность. Вы думаете, программистом можно стать из любой начальной точки или нужен какой-то талант, который действительно врожденный? Ам, и то, и другое. Вот, в отличие от, скажем, Всероссийской олимпиады по математике, я считаю, что у нас входной уровень по врожденным способностям ниже, чем у них. Вот там вот действительно, ну, может быть, это неправильное мнение, но тем не менее, вот кажется, что у каждого есть своя все-таки планка такая, которую вот человек вот достигнет и больше никуда не пойдет. У нас, прямо опыт показывает мой многолетний, что количество переходит в качество. Чем больше человек этим занимается, чем больше он решает, его прогресс, вот, тот же рейтинг на сайте Codeforces, вот там аналогичный шахматистам, есть, единая вот рейтинговая система, где люди продвигаются. И там также есть там мастера, гроссмейстеры, международные гроссмейстеры и так далее. Вот, можно именно продвигаться. И можно с достаточно средними способностями, именно количеством решенных задач себя вывести на новый уровень. Да, наверно, потолок тоже есть, но, к нему, движутся люди. То есть он все время отодвигается, твой личный потолок. Наверно, ты не обыграешь человека, ну, с какими-то феноменальными способностями. Вот, да, вот таких ребят у меня тоже на пути жизненном было очень много. Но, ты свой личный рейтинг прокачать можно очень сильно.
Вот в этом плане мы более доступны вот такой вот участие в наших олимпиадах, и мы прям так и показываем, что вот ты трудись, много решай, и тебе, ну, как бы получишь результат. Да, хотя бы к 11 классу у тебя будет ну, гораздо больше возможностей, чем когда ты начинал в этом явлении. Ну вот в прямом смысле количество переходит в качество. Какие здесь, ну, объективные причины этому? Ну, во-первых, человек учится писать быстрее и лучше. Во-вторых, у него в голове складывается база разных задач, и поэтому каждую новую задачу он уже лучше видит. Вот, у него как бы внутренняя нейронная сеть прокачана в голове. Вот. Ну вот, в-третьих, ну вот он действительно иногда узнает уже то, что вот встречалось ему раньше, вспоминает, как это решалось как-то, или знает, вот где можно найти там подобные задачи. То есть в целом все-таки можно. Это хорошая новость, да. Плохая новость, что все-таки неправда, что любой человек может дойти хотя бы до среднего уровня. Здесь все-таки нужны некие математические способности, вот примерно, ну, хотя бы уровень, вот поступить в мат-класс какой-нибудь школы, да, и математику изучать. Ну, вот если у тебя есть к этому способность, вот есть же, как говорят, некий гуманитарный склад ума, не будем вот обижать людей, но тем не менее, да, которым, ну, вот совсем вот нет логического, скажем, мышления, ну, у них все-таки не получится, ну, или почти не получится. Вот, у меня небольшой есть опыт там замен уроков в биологическом классе, ну, тяжело. Вот у химического класса у ребят есть логическое мышление, у биологического, у девочек, ну, как-то тяжеловато с этим. Вот, хотя вот тот же факультет биоинформатики и биоинженерии просит нас научить их на Python хоть как-то программировать, потому что иначе в ВУЗе им совсем будет тяжело, а все-таки там биоинформатика складывается на информатике сейчас. Вот. Поэтому, если ребенок осилил какой-нибудь вот мат-класс или углубленную математику в школе, да, он сможет продвинуться до уровня призера какой-нибудь олимпиады, если будет этим заниматься. Но не каждый человек в принципе. И здесь интересный такой момент. Я когда-то имела отношение к вот федеральным стандартам прописывать, как должна быть устроена информатика в школе. В принципе, я понимаю, что вот программирование в курсе информатики школы – это боль для учителей обычных классов. Они понимают, что они не смогут весь класс научить программированию ни на каком уровне. Вот. В мат-классах, наоборот, учителя информатики хотели бы только учить программированию, да, и вот мало там уделять внимание там графическим редакторам, например. Вот как вот это вот все скрестить в одном? Так вот, как раз представители IT-компаний сказали так, что да, мы тоже понимаем, что нельзя каждого человека научить программированию, но нужно каждому ребенку нашей страны показать этот вид деятельности на уроках, чтобы те, кто способен к этому, им понравилось, они поняли, что это их, и они потом пошли в ВУЗ на IT-специальность. Вот хотя бы такая цель демо-версии вот, ну, вот будущей профессиональной карьеры. Вот. И в этом плане показывается всем, ну или, по крайней мере, по стандарту федеральному, в основной школе до 9 класса каждый ребенок должен увидеть, что есть такой вид деятельности программирования. Вот. Ну а дальше как пойдет. Мгм. Продолжая тему девочек немножко. Если посмотреть на списки победителей Олимпиады, последней Олимпиады в Сириусе, то в основном это мальчишки, конечно. Вопрос к вам. Это такая ситуация, она сложилась, потому что так сложилось, или это закономерность? Так должно Я быть. считаю, вот у меня есть противники этой теории, я считаю, это абсолютная закономерность. И вот потому что, по крайней мере, у нас в стране нет никаких препятствий девочкам для вот этой пути, этой карьеры, успеха в этих олимпиадах. В те же мат-классы прием у нас открытый, но там же тоже случается перекос в пользу мальчиков, да. В Сириусе мы ведем подготовку не только к заключительному этапу. У нас есть образовательные программы, 3 образовательные программы: июньская, августовская и ноябрьская. Причем вот, например, ноябрьская и августовская, там принципиально москвичей не берут. Это вот подъем ребят из регионов. Там так и называется смена информатика регионы.
где можно, по сути, с нуля выйти на любой уровень. И прямо у нас были такие вот трамплины. Ребенок на учебном курсе, который предваряет отбор на программу, то есть, чтобы отбираться на программу, там две стадии. Сначала учебный курс, а потом, по сути, по результатам этого курса напиши вот отборочное соревнование какое-то. И вот на начальные программы у нас есть учебный курс «Просто научись программированию». Вот были ребята на учебном курсе, научился программированию, попал на смену, попал в самую слабую группу, понятно, поначалу, но уже на следующий год прошел на заключительный этап Всероссийской олимпиады, попал на продвинутую смену по подготовке вот к этому заключительному этапу, а еще через год он кандидат в сборную страны. Вот такие вот ради таких, конечно, мы и работаем, да, чтобы вот найти таких звездочек, которому не попался учитель, ну, вот в его школьной жизни, да, чтобы ему вот открыть, ну, вот это направление, и он смог полностью реализоваться. Вот это как бы, ну, такие самые красивые кейсы, ну, в нашей работе, от которых вот радости получаешь. Так вот, этот же путь открыт всем. Запишись на учебный курс, туда записываются 5-10 тысяч человек каждый раз. Вот. Причем они думают, что они отбираются в Сириус на 100 мест, а мы думаем, что мы на правильном наборе задач учим детей программированию. Вот тут такая взаимная как бы история. Мы же понимаем, что реально 10 тысяч человек не могут отбираться, там большинство из них, ну, не того уровня, чтобы пройти наш конкурс. Но зато они посмотрят на правильный вот подход к обучению программированию, что тоже важно и полезно, поэтому нормально, пусть эти 10 тысяч записываются. Вот. К сожалению, из них 1004 откроют учебный курс, увидят, что там программирование, хоть и с нуля, и сразу закроют, типа это страшно. Вот, так тоже бывает. Так вот, девочки ни на каком этапе же не ущемляются. Какие здесь объективные причины, если не говорить, что девочки глупее, да? Ну, например, нужна скорость. Скорость во всем. Быстро понять, о чем задача, быстро придумать алгоритм, быстро запрограммировать, быстро отладить. Мы же на 100-метровку не ставим мужчин и женщин вместе на одну дорожку. Я считаю, что вот здесь мы очень близки к шахматам. То есть есть две линейки параллельных соревнований в шахматах, да, для мужчин и женщин, для девочек и мальчиков. И есть возможность у женщин, которые достигли высокого уровня и хотят соревноваться в общих соревнованиях, у них есть возможность участвовать в общих соревнованиях. И такие примеры успешные были. Такие примеры есть у нас в стране. У нас есть достаточное количество девочек, которые были золотыми медалистами Международной олимпиады. И далеко ходить не нужно. У нас вот Дарья Грекова, победитель двукратный Всероссийской олимпиады, абсолютный победитель прошлого года и абсолютный победитель этого года. Соответственно, она уже золотая медалистка Международной олимпиады. И надеемся, что в этом году и попадет на Международную олимпиаду, и успешно там выступит. Пожалуйста, то есть примеры отличного выступления девочек есть, и она не первая, и, надеюсь, не последняя, но вот ровно аналогия с шахматами. Все возможно, но все-таки нужны другие соревнования, так скажем. Вот. И в том же спортивном программе, вот да, я начала об этом говорить, ничего не сказала. Появилась новая линейка в рамках Федерации спорта и Минцифры, как Министерство спорта и Минцифры появилась Федерация спортивного программирования, которая ровно значится спортом. И люди могут получать значки там мастер спорта, кандидат мастера спорта, там мастер спорта международного класса. Это такой же спорт, как, скажем, киберспорт. Это тоже странная сущность. Я не считаю, что это странная вещь, потому что действительно у нас многое от спорта, в том числе скорость. Вот какая-то, да, при решении задач. Так вот, в этой Федерации спортивного программирования придумали ее мы. Ее у нас отжало это Министерство спорта в основном. Минцифры мало этим занимается. Мы туда пытались кооптировать из нашего сообщества людей. Это плохо получается общаться с чиновниками от спорта. Тем не менее, единственное, что пока нормально, соревнования, которые проходят от этого сообщества, проводят их по странным иногда правилам
спортсмены. Там нужно медсправку о допуске, вот что врач тебя допускает к спортивному соревнованию. Ну, есть свои моменты какие-то. Вот. Содержательно пока что задача от нашего сообщества, от разных членов нашего сообщества. Разными путями так получается, что они зовут то одну часть вот сообщества, то другую. Но пока задачи нормальные, скажем так. Вот. Устроено немножко странно. Мы пытались это выправить, пока не получается. Вот смесь там разумного и неразумного пока существует. Вот такого новым интересным явлением. И даже там, хотя казалось бы, в спорте сразу можно было делать, ну, для женщин, для мужчин, у них же это почти во всех видах спорта так. Пока там это явно не прописано, что я считаю неправильно. Но у нас в Интересно. сообществе есть, женщины, которые считают мою точку зрения, категорически неверной, все не так. Вот, но я не знаю, как они объясняют тогда результаты, которые получаются. То, что вы назвали, это вот, объективная реальность, как бы данная нам в ощущениях, что вот призеров олимпиад, по информатике, по программированию среди девочек крайне мало. В Америке есть конференции, посвященные данной теме. Они как раз ссылаются, например, что вот, в России-то, вот, в математике, по крайней мере, у девочек там все не так плохо, а вот у нас в Америке все очень плохо. У нас типа сразу с 5 класса им закладывают неправильную модель, что ты должен вот не тем заниматься, но у нас точно эту модель никто не закладывает. Наверное, если родители бы имели техническое образование и у них дочь в семье, они ее тоже в мат-класс будут отдавать, и будут хотеть, чтобы она училась в мат-классе. Поэтому неверно, что родители не будут на этот путь, ну вот, отвращать от него и скажут: "Раз ты девочка, иди в гуманитарное направление". Ну, нет вот никакой объективной подоплеки, чтобы девочек хоть кто-то хоть в чем то ограничивал. Вот кто хочет, всего добьется. Мгм. Я слышал, что в в этой федерации спортивного программирования есть требования определенных физкультурных нормативов, которые должен сдать участник соревнований для того, чтобы стать кандидатом в мастера, мастером. Вы слышали об этом? Да, я знаю об этом. Если честно, они этот пункт не выполняют пока. Там есть смешные вещи, там сколько-то кликов по мышке нужно в минуту успеть сделать. Вот. Они это не выполняют. Я это на самом деле поддерживаю, но в другом направлении. Например, они провели очень интересное соревнование, может быть, кто-то даже видел, "Игры будущего" называлось. Там так называемые были фиджитал соревнования, где пытались скрестить разные виды спорта с какими-то виртуальными активностями. Например, в одна и та же команда сначала играла виртуальный хоккей, а потом они выходили на лёд и играли в реальный. Но оказалось, что это полная подстава. Команда как таковая была, но только одни члены команды, играли в виртуальный, а другие члены команды выходили на лёд, профессиональные хоккеисты. Может быть, за малым исключением. Вот в баскетболе я знаю, что точно это были абсолютно разные люди. То есть одни нажимали кнопки, другие играли в реальный баскетбол, ну, такой вырезанный там, на одно кольцо, по-моему, вот там 3 на 3 или как-то там играют, да, это вид такой баскетбола. Вот. Тут там же было и спортивное программирование, но они так как решили, что вот это и вид спорта, и, соответственно, уже, ну, как бы компьютерный спорт, то не будем там ничего придумывать, просто пусть как есть, так и есть. Я бы там сделала тоже с физической активностью. Например, когда вот и люди сдают задачи на полный балл, ты либо сдал, либо не сдал, там есть понятие, ну вот, когда, с какой попытки ты это сделал. Я бы ровно как в биатлоне, за каждую неудачную попытку, ну, буквально круг по стадиону. Ну, вот, грубо говоря, где вы проводите соревнования, пусть там какая-нибудь, боксерская арена там или еще что-то. Вот хочешь, ты можешь не бегать, хочешь, пройди этот круг, это твое дело. Но вот как бы не сдал задачу, вот тебе штрафной круг. Вот. Ну или отжимания, или подтягивания. То есть, грубо говоря, если уж соревнование смесь физической активности и, какой-то компьютерной, у нас есть,
ну, как бы разумное место, за которое можно добавить физическую активность. И вот, наши бы хилые спортсмены, программисты, чтобы хоть немножко и свою физическую форму тоже держали. Они в этом плане абсолютно разные, но большинство, к сожалению, никаким видом спорта не занимаются. Даже никаким видом спорта, физкультуры у них нет никакой в жизни. Например, самый популярный среди школьников вуз, куда идут подавляющее большинство призеров олимпиад, это, Высшая школа экономики, а, факультет компьютерных наук. Так вот, там нет физкультуры как предмета. Они нарушают федеральный учебный план для вузов. Ну, у них нет, стадиона, нет, спортивных залов там, где ребята обучаются, и они им нечестным образом проставляют зачетку, что они физкультуру сдали, а нет даже вот, номинально никуда, никак, такого вот вида деятельности. Это абсолютно неправильно, я считаю. И, вот те, кто попал в эти условия учебы, у них нет никакой физической нагрузки, кроме как доберись до вуза в общественном транспорте. Вот все таки это неправильно в жизни человека. Уж если спортсмен, то, наверно, надо и хоть немножко подумать и о физической форме. Да, я всегда считал, что программисты – это какие-то такие немного физически недоразвитые существа. Я сам программист и с ними общаюсь, и знаю, что это проблема для нас, Вам не видно, действительно. что у вас нет физической формы. Некоторые программисты занимаются спортом, но это все-таки исключение, действительно. Вы правы, не правило. С этим как-то нужно Да, бороться. соглашусь, вот некоторые, да, вот они занимаются хорошо, много. Вот волейбол у нас, в сообществе популярен. Мы стараемся вот в разных лагерях выездных очень его популяризировать, в этом плане. То есть некоторые ребята прям любят. Или вот у нас иногда бывают группы футболистов в летней школе, вот среди наших, программистов. Они просто, любую минуту отдыха готовы играть в футбол. То есть вот бывают, вот либо человек активно этим занимается, либо никак. К сожалению, промежуточной стадии сделать для своего физического здоровья хоть что-нибудь бывает редко. Вы сказали, что для ребенка важно найти того учителя, который раскроет в нем его способности. И это удается, опять же, по вашим словам, далеко не всем. А кто этот тот самый учитель, который может раскрыть способности? Что в этом учителе должно быть? Какие качества? Ой, да, вот это вот, большая беда и боль. И, к сожалению, здесь, как со школьниками, мы пытаемся, опять через тот же Сириус готовить и учителей. У нас есть и программа повышения квалификации в области алгоритмического программирования, чтобы люди как раз учились преподавать вот на нужном уровне, программирования, да, вот, который ведет хотя бы как первая ступенька к успешному участию в олимпиадах, что вот, мы потом подхватим, но вы хотя бы этих ребят возьмите и чему-то научите. И пытаемся на свой уровень выводить коллег, уже стажировки вот в наших образовательных программах. Да, бывает очень успешный опыт. Люди, пройдя вот эти стажировки, становятся нашими коллегами, в своих регионах поднимают свой регион на, достойный уровень, там начинают так работать. Или, по крайней мере, он работает в лучшей школе региона и там ставит работу на очень высокий уровень. То есть положительные примеры есть. Но, к сожалению, в основном это, какой-то тоже сизифов труд по подготовке хоть учителей. Мы не видим массы коллег, которые могли бы выйти на хоть на какой-то приемлемый уровень. Вот прямо сейчас идет отбор на, стажировку на июньскую программу в Сириус учителей. Я боюсь даже смотреть результаты, боюсь в очередной раз разочароваться, скажем так. А, почему так получается, не знаю. Возможно, большая причина в том, что, учителя- это выходцы из педвузов, туда мало кто идет, ну, с большими какими-то способностями к программированию. А если и идут, и выясняется, что у них большие способности, то они скорее потом и пойдут программистом работать, да, чем учителем, особенно в регионе. В Москве хоть как-то учитель может нормально, найти вот, такой э, нишу для себя, где и работа интересная, ему нравятся ребята хорошие, и зарплата приемлемая.
Хотя все равно будет не зарплата программиста в Яндексе, да, то есть, можно по зарплате выйти на хороший уровень. Я так, конечно же, не жалуюсь, но это для этого нужно слишком много всего и разного делать. То есть мне нигде не платят, как в Яндексе, а в сумме получается, наверное, не сильно хуже, чем в Яндексе, скажем так. Потому что много разных активностей, и все вместе получается неплохо. Но таких же людей мало, вот у которого так бы было все успешно. Поэтому, как только выпускник там технического вуза, который хотел бы попреподавать, он даже немножко преподает, но вот его затягивает эта работа, программистом в компаниях. Поэтому, видимо, у нас остается не лучшая часть человеческого капитала, который идет учить детей. Скажем так. И это вот очень большая проблема. Каждый год перед 1 сентября топовые московские школы просят: найдите нам учителя, у нас не хватает учителей, кого-нибудь достойного. Во многих школах преподают студенты, выпускники этой школы. То есть самые лучшие школы, вот как 57-я, например, не может найти учителя информатики, достойного своих школьников. И они берут выпускника своей школы, который хоть как-то что-то бы вел. Этот выпускник может вести вот линейку, о которой мы с вами сегодня говорим, алгоритмического программирования, но он, скорее всего, не подготовит к ЕГЭ, например, качественно. А ребятам и это нужно. Поэтому вот это большая беда и боль. Мы стараемся что-то делать, но не видим, что этот наш труд масштабируется. А все-таки что он должен такого делать, этот учитель, чтобы из студента, из школьника сделать победителя Олимпиад? Я понимаю, что он должен при этом хорошо получать и должен быть удовлетворен и быть специалистом, но вот именно как преподаватель, он должен интенсивно наказывать, или он должен интенсивно мотивировать, или он должен Во-первых, хорошо... он должен абсолютно во всем разбираться. Какой Мгм. есть набор олимпиад в стране? Кому что рекомендовать? Разные олимпиады разным категориям школьников как бы нацелены на них. Он должен разбираться и понимать, кому что нужно. Дальше он должен сам уметь решать задачи хотя бы уровня муниципального этапа. Региональный этап – это уже сложно, где отборно-заключительный. Да, ну хотя бы школьный муниципальный этап такой учитель должен уметь сам решать, хотя бы на уровень призера. Если ты не умеешь решать на полный балл, ты должен быть способен хотя бы разобраться в решениях задач муниципального этапа, их понять и пересказать их школьникам. Он должен разбираться в линейках начальных олимпиад. Например, вот мы проводим отличную олимпиаду для школьников 6, 7, 8, 9 классов, там Московская олимпиада школьников, она проводится больше, чем в 30 регионах страны. Она называется Московская, реально она широкая олимпиада. Так вот, там простые задачи, как я говорю, честные, не требующие знаний, по крайней мере, для 6, 7 там классов. Так вот, хотя бы в этом разбирайся, что такое явление есть, что ребят научи программировать и направь на эту олимпиаду. Ты не должен вот много чего знать. Потом изучить какие-то начальные алгоритмы, чтобы показать их школьник, а дальше, если у тебя есть звездочка, ты должен понять, куда ее направить, какие есть летние лагеря, знать про Сириус, знать про отборы в Сириус. И там уже коллеги подхватят и выведут на другой уровень. Хотя бы ты в этом ориентируйся. Умей обучать программированию. Вот у нас в августе прошел съезд учителей информатики, и мы делали срез сообщества. Да, вот они заполняли анкету. Так вот, оказывается, больше половины учителей не используют автоматизированную проверку при обучении в школе программированию. То есть вот есть огромное число сервисов, ну не огромное, но достаточное, где можно прямо на уроках учебные задачи, самые обычные, самые первые, там найди минимум из 3 чисел, грубо говоря, да, чтобы ребенок сдавал в автоматизированную проверку, как на Олимпиаде, и получал автоматический ответ, правильно или неправильно. Вот для того, чтобы учителю проверить, правильно ли он сравнил 3 числа, он должен ввести как минимум 6 тестов, разные перестановки из 3 чисел. Это же долго, он же не может каждому подойти и каждому ввести эти 6 тестов. Это же неэффективно. Так вот, они не используют готовые сервисы с готовым набором учебных задач. Почему? То ли они не знают об этом, то ли они боятся этого. Для меня это огромная загадка, вот как это существует. Мы это очень рекламируем, мы это стараемся популяризировать, но ВОС и ныне там, к сожалению. Может быть, сами боятся в эту историю? Сами боятся, именно Мгм. так.
Вот, грубо говоря, я подозреваю следующее. Вот ребенок пошлет в эту систему, ребенку выдаст система неправильно, и он боится, что не найдет ему ошибку в программе. Например, так. Кстати, у меня сегодня соревнование у них такое. Дано 12 заданий, 11 из них найди ошибку в программе ребенка. Вот, это я первый раз провожу, не знаю, что из этого выйдет. Постаралась подобрать очень простые задания, где вот, ну, лично мне, хотя, программы детей были неожиданные, но лично мне в каждой из них с прочтения видно, где ошибка. Ошибки абсолютно разные, и так называемые программистские, там какой-нибудь выход за границу там структуры данных, и, логические, всякие ошибки. Вот, посмотрим, что из этого выйдет, мне самое интересное. Боюсь, что Нас не найдут смотрят, ошибки. наверняка наш подкаст смотрят вполне себе практикующие программисты, взрослые, которые давно работают в компаниях. Такие люди могли бы стать преподавателями в школе как part-time активность? А, Некоторым это очень интересно, и они стараются это делать. Именно так, да. Такое Им такое бывает. Но для этого вот именно должна быть, желание это делать. Вот иногда прямо пишут, ребята, закончившие вот, вуз, поступившие на работу в компанию какую-нибудь, пишут: "Я хочу где-нибудь немножко преподавать, найдите мне, вот подобную возможность". Ну, кому-то этого действительно не хватает. Да, такое бывает. Может быть, это Но это ответ должно быть желание. на проблему финансов, может быть, это ответ, потому что им там платят хорошо, более-менее, им достаточно, они могут К прийти в школу и сожалению, это все преподавать. равно единичные кейсы. Мы же не можем проблему преподавания во всей стране решить. Даже хотя бы, как я уже сказала, в школах и классах с углубленным преподаванием математики. Ну, почему я говорю именно математики? Потому что классы с углубленным преподаванием информатики почти не существуют. И мы честно считаем, что информатики без математики не бывает, поэтому на базе мат-классов мы строим как бы наши программы. Вот у меня в школе мне удалось выстроить свою линейку классов с углубленным изучением именно информатики. Но, все годы до прошлого это был отбор такой. Они поступали на физмат направление, и среди этих ребят я отбирала класс, нацеленный на информатику. А с прошлого года отбираем сразу на информатику, там есть свои плюсы, есть свои минусы. Мало где существуют классы именно по информатике. Скорее, это все-таки хорошее преподавание информатики в мат-классе или в физмат-классе. Как-то так. И проблему всех этих классов не решить. Уж Москва что только не делает. Там есть и IT-классы, и математическая вертикаль. И сейчас делается линейка кружков, 5, там, 6 классов для вот, на кружковском уровне привей интерес детям к чему-нибудь. Но нет, ну, широкой линейки педагогов. Им стараются дать, готовую методику. Вот вам методика, по ней, пожалуйста, преподавайте. Есть, коллеги среднего уровня, которым, это поможет, а есть, которым ничего не поможет, к сожалению. Мгм. Я слышал о таком проекте, я не знаю, стал ли он законом, проекте Минцифры, предлагающий давать отсрочку от армии только тем компаниям, которые отправили своих сотрудников в качестве преподавателей в школы и в вузы. Ой, нет, я не слышала об этом. Может быть, это было бы А, решением. ну, то есть просто про отсрочку понятно в IT-компаниях. Дальше был проект "Код будущего", где через госуслуги любой желающий мог записаться в какой-нибудь проект, обучающий программированию. Это тоже очень полезное государственное начинание. Я думаю, оно вот год отдыхало, вот этот год, возможно, возродится с сентября. Там разного уровня, куда можно было записаться. К сожалению, иногда это все-таки уровня фотошопа, были вещи, да, вот. Но были и прямо коллеги из нашего сообщества, которые делали качественные проекты на базе там МФТИ, на базе там Московской школы программирования, такие очень хорошие качественные проекты по алгоритмическому программированию. Вот примерно, что мы делаем, на базе Sirius, они также вот, ну, свой набор задач, свой набор видеолекций, делали для желающих. И это хорошие государственные начинания, это правда. То есть, государство пытается через систему доп. Образования широкого, бесплатного сделать доступным вот массовое обучение программированию. То, что вы говорите, я слышала в этом направлении только о таком, проекте, что, IT-компании должны начать финансировать вузы. Там, по-моему, какой-то 5%
процентов от прибыли или чего-то такого должно перечисляться в вузы на вот поднятие образования в вузах пока. То есть вот школы только заикнулись на последней стадии, хорошо бы и школу к этому подключить. Пока речь шла про вузы. Некоторые передовые вузы типа ИТМО давно этот опыт используют в следующем формате. Эм, Преподаватель вуза, часто это только что закончивший студент, чтобы не шел работать в IT-компанию, его формально устраивают в IT-компанию, а он вместо этого преподает в вузе и получает зарплату от IT-компании. Вот такой вид спонсорства был. Это придумали вот в ИТМО, ну или как подспорье к зарплате, может быть, не всю зарплату, но как-то так. Это вот отличное взаимодействие на уровне помочь финансово. И понятно, что это не одностороннее взаимодействие. Это же договор между компанией и вузом. Это означает, что студенты идут на стажировку в эту компанию. Понятно, многие остаются в этой компании. То есть они взаимно, это коллаборация, они взаимно в этом заинтересованы. То есть вуз говорит, нам же надо, чтобы кто-то учил, а вы получите наших студентов. И в целом, я думаю, что вот такая линейка хорошо работает. Ну, это если будет просто отчисление денег вузу без обязательств, это еще для вуза лучше, как говорится. Но вот денежная проблема, может быть, частично и можно решить. Я не вижу все равно, я думаю, кадровая проблема массовая, нерешаемая ну, вот на уровне страны, она все равно нерешаемая. Вы знаете, есть ответ современной кадровой проблеме – это искусственный интеллект. Отсюда вопрос к вам. Не говорят ли вам школьники о том, что то образование, которое вы нам даете, оно нам не пригодится через 2, 3, 5 лет? Потому что у нас будет чат GPT, который на все ваши алгоритмические вопросы будет давать мгновенный и правильный ответ. Зачем нам этому учиться? Есть такое? Пока не говорят. К сожалению, пока, да, они уже вовсю используют вот чат ГПТ и аналогичные структуры, а, языковые модели. А, Иногда используют успешно для себя. К сожалению, для нас путем, правда, проб и ошибок мы использовали разные нейросети, разные модели. Мы давали задания регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. И, к сожалению, одна из моделей по совокупности прошла на заключительный этап уже в этом году. Вот. Да, тут мы видим действительно примерно как вот в шахматах компьютер победил человека, в что говорят сложнее, чем шахматы, компьютер победил человека. При решении наших задач, наверное, компьютер победит человека. Но это же не отменяет, шахматы же не закрылись при этом. То есть у нас появилась только одна проблема. Если это не соревнование, вот заключительный этап проводится без интернета. Компьютер участников соединены строго в локальную сеть. Там не просто вырублен интернет, его и не было. Монтируется локальная сеть, сервер стоит тут же, связь только локальная, никакого доступа в интернет у участников нет в принципе. Даже если он там хакер сверхвысокого уровня, ему некуда выходить, скажем так, да, вот в этот интернет. Вот. Поэтому те среды программирования, которые позволяют пользоваться вот нейросетями при написании кода, мы вырубили даже в офлайне, мы вырубили эти модули. То есть никакой возможности пользоваться нейросетями у них не было. То есть соревнования честно провести можно, но по любым дистанционным соревнованиям, по любым дистанционным отборам мы видим огромное количество использования ребятами не своих кодов. Пока мы стараемся их просто дисквалифицировать, да. Я не буду сейчас открыто говорить признаки, как мы определяем, что это не самостоятельно написанное решение, потому что кто-то услышит и будет стараться, чтобы в его кодах такого не встречалось, да. То есть пока мы думаем, что мы в подавляющем большинстве случаев понимаем, как определить одно от другого. К сожалению, нейросети, я не буду говорить, какой промпт надо задать, но к уже имеющемуся написанному нейросетью коду можно написать некие кодовые слова в виде промпта, и она перепишет этот код так, чтобы мы почти наверняка не могли определить, что это не она написала. То есть вот сразу она такой код не напишет, но в 2 стадии: сначала как могу, а потом перепиши, вот примерно как трансляция на другие языки программирования, а потом перепиши, чтобы они не поняли.
Вот, уже сейчас это существует, но вот на такой начальной стадии, да, уже сейчас можно, это делать. Поэтому я боюсь, что, любые онлайн-соревнования, где никак нельзя проверить, честно человек пишет или нечестно, э, если эти соревнования значимые для хоть чего-то, ну, то есть они что-то дают участникам не для интереса соревнования, да, хоть что-то дают. Материальные блага, диплом, который на что-то влияет, там отбор на международные соревнования. Вот это должно, к сожалению, немножко отмереть. Более того, когда мы обсуждали эту проблему вот на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников с коллегами, я утрировала эту мысль, что вот сейчас у нас локальная сеть, потом вообще надо будет сеть вырубить, должны быть просто компьютеры, а потом, участники должны будут на бумажке писать свой код, мы будем скармливать этот код нейронной сети, и она будет, выставлять баллы. Вот этот код стоит столько-то, вот этот стоит столько-то. Почему на бумажке? Чтобы он никак ничем не воспользовался. Потому что, наверное, любой компьютер скоро, в него встроено будет много искусственного интеллекта. Вот и только на бумажке, то есть это вот как-то вот круг замкнулся такой вот, да, вот. Но вот некоторые сказали: "Ну, неужели нас это и правда ждет?" Но вот не исключено, что ждет. Так вопрос у у молодежи вопрос в том, зачем мне становиться программистом такого низкого А, уровня? Зачем мне знать м. эти алгоритмы, если мы же видим, что... Пока они не ставят эти вопросы, ну, во-первых, это начало пути, и они пока не видят, что у программистов может быть, не такая уж радужная карьера, да. Вот они же не видят, что массовые увольнения из-за нейронных сетей, даже вот в западных IT-компаниях были массовые увольнения, но они были не по этому поводу. Там скорее вот тот же Google, о котором я знаю не понаслышке, у меня не только ученики, но и там сын работает, скажем, да, в "Гугле". А, сначала была политика, нанять на работу всех умных людей, земного шара. Мы его сначала наймем, а потом будем разбираться, зачем он нам нужен. Потом они в какой-то момент поняли, что все таки это немножко дорого, и давайте нанимать только сразу для чего-то. Вот. И надо было избавиться от какого-то балласта, и у них была достаточно массовая цепочка увольнений, не всегда логичных, как говорят вот, сотрудники "Гугла". Вот. Иногда уволили в каком-то смысле очень хороших. Но это пока не было из-за нейронных сетей. Да, нейронные сети отлично выполняют рутинную работу. Мы прямо на лекциях демонстрируем ребятам, когда нужно продемонстрировать какой-то алгоритм, мы демонстрируем прямо на лекциях, вот говори нейронной сети, напиши этот алгоритм, ну вот тут же нам. Мы сами этим пользуемся. Но вот пока они угрозы для себя не видят, наверное, когда-нибудь они будут задавать эти вопросы, пока я не вижу, что в ближайшем будущем, чтобы, человек все равно выпал совсем из этой модели, пока этого не видно. То есть, те же задания квалифицированной нейронной сети и проверку то, что она наделала, кто будет осуществлять? То есть если она будет и сама себе давать задания, сама на них отвечать и сама их проверять, это быстро выльется ни во что. То есть, нейросети, обучающиеся только на своем же контенте, они не перспективны. Пока, ну, по крайней мере, мне не так много осталось вот на своей будущем, я не вижу, фатальной угрозы, что ни у кого не будет карьеры в этом направлении. Она будет по-другому выглядеть. Но чтобы, проверять, чего там нейросеть понаписала, ты все равно должен в этом разбираться. Вот, и да, и нет, в общем, ответ на ваш вопрос. Ну и последний вопрос, завершающий. Хотелось бы как-то к чему-то призвать наших слушателей, если у них есть дети. Я думаю, они хотели бы, чтобы они попали в вашу школу. Насколько это возможно, насколько это доступно им? Что нужно сделать, чтобы это случилось? Э Какой-то Вот совет, все краткий совет. направления, о которых я говорила, обучение вот программированию, чтобы выйти на самый высокий уровень, они достаточно доступны. То есть Sirius подача заявок всегда открыта, вот скоро на ноябрьскую программу будет подача заявок. Код будущего через госуслуги было, как я говорю, доступно всем. В нашу школу до 12 мая прием заявок на последнюю волну экзаменов. То есть если ребенок хоть как-то проявил способности в области точных наук, надо себя пробовать обязательно. Вот,
сейчас, так как много хороших школ, в том числе и в регионах нашей страны, почти в каждом регионе есть одна, по крайней мере, одна хорошая школа, да. Конкуренция большая. Я не могу сказать, что даже вот в нашу школу поступить безумно сложно. То есть, дорогу осилит идущий. Надо просто пробовать хотя бы, да, вот смотреть, как устроены экзамены, какие дают задачи, потом, как-то это все равно поможет в какой-то дальнейшей карьере. Всегда надо все это пробовать. И это должен быть девятиклассник, чтобы до 12 мая подать заявку. В нашем случае это да, так, да. Девятиклассники, если вот на информатическое направление, то только берем в 10 класс. В целом у нас есть наборы в 11 класс. Мы 1 класс набираем, опоздавших так называемых, на 1 год к нам поучиться. Там, ну, там учат всему. Там за 1 год нужно пройти все, что остальные за 2 проходят, Мгм. быстро и интенсивно. Ну, надеемся, что кто-то послушает наш разговор и подаст заявку. Будем Спасибо вам надеяться, да. большое. Да, Елена Владимировна, спасибо огромное, что вы пришли. Я пожелаю вам удачи. Вы делаете очень большое важное дело. Всем нашим будущим участникам олимпиад успеха, получить свой максимальный результат в своей школьной карьере. Родителям тоже найти правильное место для своих детей, направить их куда нужно.